клиент боится, модель боится. Бояться не нужно, нужно брать и делать. Смотрите, как он прям бегает. Это будет глубокая имплантация на 1,5 года, год-два точно у нас еще остаток будет. Века у нас, если посмотреть сблизи, достаточно сосудистая, тонкая, работа будет непростая. Всем привет, меня зовут Юлия Донченко, и мы с вами на канале Hanafi Colors Pigments. Юлия Донченко – топ-мастер перманентного макияжа, дипломированный художник, тренер, основатель Международной академии Permanent Fox в Москве и Краснодаре, многократный призер чемпионатов, спикер и участник профессиональных конгрессов, выставок, конференций. Юлия – автор собственных уникальных техник перманентного макияжа и 2 методических пособий для мастеров. Является основателем Центра по лазерному удалению некачественного тату и перманентного макияжа. Сегодня мы будем работать в зоне век, а именно в межресничном пространстве. Данная зона является достаточно деликатной, потому что не все мастера в начале своего пути могут работать в данной зоне или, скорее всего, боятся, потому что все-таки глазки — это у нас более такая щепетильная зона. Клиент боится, модель боится. Бояться не нужно, нужно брать и делать. При работе с межресничным пространством нужно уделять внимание разрезу глаз. Это тоже важно. Казалось бы, вы не выходите на границу самого подвижного века. Зачем вам разрез глаз? Но когда ко мне обращается клиент с круглым разрезом глаз, я не могу уплотниться в серединке, потому что визуально это будет еще более круглый глаз. Если разрез глаз круглый, вся межресничка у меня будет выполнена в одной толщине. То есть она будет аккуратная, тоненькая, без уплотнений в середине. Если же разрез глаз у меня стандартный, то есть не круглый, не вытянутый, а обычное стандартное классическое веко, я могу позволить себе уплотниться у кончика чуть-чуть вот здесь, либо уплотниться вот здесь вот в серединке. При этом начало у меня всегда тоненькое. Это что касается видов имплантации. То есть у нас есть 3 вида имплантации межресничного пространства. Первый, подходящий всем разрезам глаз, это классическое имплантирование пигмента, когда полностью вся толщина одинаковая от начала до конца. Второй вариант имплантации, когда у нас тоненькое начало и уплотнение от серединки до конца с вытянутым кончиком, да, как бы немножечко вот мы вытягиваем визуально глаз. И третий вид — это когда у нас начало тоненькое, конец тоненький, а серединку мы уплотнили. Каждому клиенту мы подбираем свой вариант в зависимости от морфологического строения в целом лица, от строения глаза. Двигаемся дальше. Подбор цвета – это тоже важно. Что мы будем использовать в данном случае? Ну, конечно же, я буду пользоваться линейкой органических пигментов для век Hanafi. Ни в коем случае я не беру черный пигмент. Почему? Объясню. Потому что чем темнее пигмент, тем больше он заживает в холодных, темных, черных, серых и впоследствии синих оттенках. Иммиграция цвета, она присутствует, и она нам не нужна. Чем холоднее оттенок лица, тем, соответственно, теплее мы должны выбрать пигмент. Запомните, пожалуйста, неважно, в какой зоне вы работаете, брови, губы, веки, чем холоднее тело, кожа, тем, соответственно, вы берете теплее пигментик. Есть еще вспомогательные пигменты, корректоры, которые помогают затеплить любой пигмент. В данном случае у Hanafi это желтый и оранжевый корректор. Можно его использовать 1-2 капельки как затепление. Я использую минеральчики, они мне очень нравятся, и очень важно, тоже запомните, мы ни в коем случае не смешиваем в одной капсе пигменты разных составляющих. Если вы хотите проработать красиво и аккуратно, и чтобы каждый пигмент в коже работал грамотно, сначала проходите одним составляющим, одной плотностью, и затем уже другой, потому что здесь разные весовые категории у пигментов. Давайте все-таки приступим уже к процедуре. В данном случае я буду использовать машинку абсолютно не лакшери, абсолютно обычную, эконом-сегмента, до 10 000 рублей стоит данная машинка.
В магазине Hanafi вы можете приобрести все разновидности машинок Mast. Эта машинка очень ходовая и очень пользуется спросом у большинства мастеров. Данная машинка с эксцентриком, а точнее, кто не знает, что это ход, да, то есть ход иглы. В данной машинке эксцентрик можно менять и поставить его на тот, который вам удобен. Коль мы используем зону век, здесь логически понятно, что ход должен быть не для напыления, то есть не длинноход, либо короткоход, либо гибрид. Если у вас машинка длинноход, ничего страшного, просто увеличьте скорость и быстренько пройдете данную зону. Пока мы с вами будем дальше болтать, я возьму анестезию и обезболю веки, потому что в данном случае первичная анестезия используется. В основном я пользуюсь анестезией татуист. Очень неплохая. Ну что, мы приступаем к работе. Первоначально мы наносим первичную анестезию в зону век. Это обездвижит наше веко, что для нас очень хорошо, и обезболит немножечко данную зону. Работаем мы поверхностно, поэтому больно быть не должно. Пока у нас анестезия работает, мы берем два оттенка. Это Hanafi пигменты органическая линейка для век, 4 и 3. Почему я взяла данные тона? Потому что они в зажившем виде будут выглядеть очень красиво и достаточно носибельно. То есть на 1,5 года, год-два точно у нас еще остаток будет, поскольку это достаточно плотная линеечка такая, да, и не должно быть никакого серого оттенка, потому что это не черный составляющий, это все-таки 4 оттенок, это у нас самый темный оттенок коричневого, затепленный, что для нас важно. И 3 это вообще уникальный пигмент, именно этот мне он нравится, потому что его можно использовать вплоть даже до бровок, добавлять его в бровные какие-то оттенки, и в целом можно пользоваться. Мы берем 4 оттеночек, обязательно все это дело нужно стряхнуть. То есть он выглядит прям таким вот черным оттенком, а по факту это не черный, а темно-коричневый. 3 будет чуть-чуть посветлее. Угу, готово. Я вставляю сначала иголочку, чтобы проверить вылет. Очень важный момент, когда мы работаем с зоной век, вылет большой быть не должен, потому что это будет глубокая имплантация, возможно даже попадание в гиподерму, что повлечет за собой иммиграцию цвета в серые тона, что нам не нужно. В данном случае я буду использовать иголочку Hanafi. Заточка у меня будет острая, элька. И размер 35. Я пользуюсь 30 и 35, потому что хорошая подача пигмента, что нам на руку, значит мы быстро выполним данную процедуру, а здесь времени ждать нет. Нужно ее выполнить быстро, иначе пойдет отекание, что нам будет не на руку. Включаем. Скорость у нас будет порядка 4,5-5. Проверяем сразу вылет. Слишком большой не делаем. Угу, отлично. Итак, века у нас, если посмотреть сблизи, достаточно сосудистая, тонкая, работа будет непростая. Ну, собственно, я не удивлена, что именно такую модель я себе подобрала. Легких путей не ищем. Смотрите, очень важно, у многих мастеров в начале пути есть определенный такой вот затык, так сказать, да, можно это назвать, непонимание, куда что тянуть, это глаз, он весь дергается, все там слезится, никаких сложностей абсолютно в этом нет, просто запомните вот это движение, вот, то есть вот так не тянем ни в коем случае, вот у нас оп, оп, оп. Ну, сейчас будем работать, и вы поймете. Значит, мы начинаем работать в межресничном пространстве. Я начинаю сначала. Сначала от разрезика. Именно от предпоследних 2 ресничек. То есть не от самого края, а чуть-чуть отступая. Окошечко иголочки у меня всегда смотрит наверх, и машинка стоит максимально ровно, за счет чего я не буду делать пустые дырочки, а буду аккуратно, красиво
имплантировать пигмент, и подача пигмента будет достаточная. Захватила это веко, потому что оно очень бегает. Захватила его, и вот таким вот образом, работая в коже, опускаюсь. Не боимся. Обратите внимание, сколько раз я двигаюсь на месте. У меня маленькие короткие штришочки, пунктирные я их еще называю. Здесь можно еще рассмотреть штрих зигзагообразный, то есть от нижней части роста ресничек поднимаюсь наверх и распыляю. Не бросайте ни в коем случае веко. Вот вы его как схватили, так и идите. Иначе сейчас слезки натекут на верхнее веко, и все, и вы не сможете выполнить процедуру. У меня клиент попался непростой, потому что веко сосудистое, кожа тонкая. Посмотрите, пожалуйста, чуть-чуть стоило заглубиться, видите вот эту вот красниночку? Это работа на сосудистом веке. Вот так она выглядит. Идем аккуратно до последней реснички, которая растет сверху. Так как девочка светленькая, сразу будет большой остаток виден. На густых темных ресничках, на темной коже, там, где присутствует очень много меланина, каротина, да, там, конечно же, результат будет виден не сразу. Кожа будет плотнее, темнее. И, соответственно, нужно будет больше сделать проходов. Обращу ваше внимание, если вы хотите яркого результата, это значит, нужно не углубиться, это значит, нужно пройти дополнительно еще несколько раз, за счет чего у вас увеличится остаток. Так, когда мы прошли один раз по межресничному пространству, мы можем взять охлаждающий гель и наносим в росте ресничек. Поскольку у нас кожа травмированная, немножко будет жечь, но не сильно. Стараемся аккуратно наносить, чтобы сильно в глазки не затекало. Если вы начинающий мастер, боитесь, что охлаждающий гель как-то обожжет вашу роговицу, как-то вам навредит, вы можете перед процедурой чуть-чуть под нижнее веко нанести капельку тетрациклиновой мази и закрыть глазки, за счет чего создастся пленочка, и это будет как защитная пленочка от охлаждающего геля, и, естественно, никакого ожога у вас тогда не будет. Еще хочу посоветовать вам один гель или мазь, которая может помочь вам, если вдруг у вас произошла неприятная ситуация, и все-таки после процедуры каким-то образом, да, может быть, вы используете не данный гель, а какой-нибудь другой. Этот, конечно, никакого ожога не вызывает, но есть вторичные анестезии, гели обезболивающие, которые могут все-таки создать ожог. В данном случае после процедуры немножечко под нижнее веко Корнера мазь. В аптеке можно ее приобрести, и, пожалуйста, что очень даже поправит ситуацию и спасет клиента от ожога. Идем дальше. Набираем снова наш оттеночек. Так, чуть-чуть повернем сюда. Вывернули вот таким вот образом. Смотрите, как он прям бегает. И работаем в коже. Чуть-чуть вот так зафиксировали и пошли. Работаем медленными штрихами пунктирными. Мы специально взяли модель не самую простую, чтобы вы знали, что и на такой клиентке можно выполнить данную работу. Не должно быть засад. Не должно быть. Но если вдруг где-то они появляются, это не критично. Потому что выполнить данную работу на сосудистом веке, на тонкой коже, где преобладает гемоглобин, достаточно нелегко. Что делать в данном случае? Видите, немножко появляется сукровица. В данном случае просто поверхностно и просто больше раз. Ничего, мы победим это веко, мы его победим. Все. Сейчас обезболим, нанесем охлаждающий гель на этот глазик также, что его обездвижит. Ну что, поехали? До конца не дохожу, потому что если вдруг клиент через время захочет сделать стрелочку, межресничка не должна быть доведенной до конца, иначе стрелочка потом получится опущенной, потому что когда мы выполняем процедуру стрелки, мы начинаем выводить направляющую от двух предпоследних ресничек, то есть оставляем две реснички и выводим вот так вот наверх эту
аккуратную стрелочку, поэтому, пожалуйста, думайте наперед, мало ли. Коррекция через месяц на межресничном пространстве нужна. Многие клиенты задаются этим вопросом, а нужно ли через месяц делать коррекцию? Конечно, нужно. Потому что в сухом остатке через месяц у вас останется, 50%. Идем дальше. Третий проход у нас будет более точечным, то есть мы будем дорабатывать там, где это необходимо. Обратите внимание, как много штрихов я делаю на одном месте. И не выходя, так сказать, из кожи, да? То есть у меня они коротенькие, не такие длинные, не такие быстрые, аккуратные штришочки. Вся процедура данная должна занимать минут 40 максимум. Вообще не приветствуется работать в зоне век более 1,5 часов, потому что у вас уже происходит отторжение пигмента, отек, и это все крайне нехорошо. Смотрите, здесь я тушую. Видите? Я вот немножечко на вылет делаю такие штрихи аккуратные, что создает такую легкую дымку. То есть у меня межресничка будет легкая, воздушная, красивая, никакой плотности, потому что у девочки по ее внешнему виду видно, да, что нет перманента на бровях, нет перманента на губах, значит, в жизни красится не ярко. У нас уже финишная прямая, мы сейчас оставим пигмент проявляться на данном глазике и пойдем на второй, который у нас уже должен был под гелем обезболиться. Откроем глазик, посмотрим наверх. Красота же, какая. Люблю себя хвалить в процессе работы, и модель сразу такая уже, ой, у меня что-то красивое. Отлично, идем дальше. Неважно, с какой стороны вы начинаете, можете начать отсюда, можете начать отсюда, не имеет значения, это не так важно на самом деле. Главное проработать качественно, главное грамотно растянуть. Видите, мои движения, они немножко даже вот на вылет туда, от себя делаю штрихи и не делаю их слишком широкими, да, как на бровях мы можем себе позволить. Когда мы работаем с веком и с зоной губ, наши движения должны быть медленнее, штрих должен быть короче, и работать мы должны в коже. Много раз на одном и том же месте. Не забывайте, что эта линейка органическая. Работать с ней нужно аккуратно. Остаток будет достаточно хороший. Поэтому не борщите. Всегда лучше не доделать свою работу и доделать ее на коррекции, чем перетемнить, и потом уже, к сожалению, будет трудно что-то исправить. Вот здесь нужно еще доработать чуть-чуть и в начале. Проверяйте себя постоянно в процессе, чтобы все было красиво и аккуратно. Ну что, мы с вами прошли еще несколько раз по общей плоскости межресничного ряда, и теперь уже можем оценить, что у нас получилось. Справились с поставленной задачей, все у нас получилось. Это заняло немножко больше времени, чем ожидалось, но в целом все хорошо, веки даже не отекли. Ну что, посмотрим, что у нас получается. Проверяем, смотрим наверх. Таким образом мы можем проверить начало межреснички, одинаковое у нас или нет. А в целом это можно проверить просто чуть-чуть вывернув и посмотрев. Так, в начале две реснички торчат, спокойные, не прокрашенные, значит все хорошо. Смотрим туда. Здесь то же самое, две реснички у нас не прокрашенные есть, значит тоже все хорошо. Готово. Теперь можно показать, что получилось в макросъемке, чтобы оценить результат. Ну что, мы закончили данную работу. Скажу честно, это было непросто, хотя, казалось бы, обычная межресничка. Наверное, именно данного клиента боятся многие мастера начинающие, потому что когда у вас глазик прыгает, бегает, века непослушное, непокладистое, это очень сложно. Вы не знаете, как вам его схватить. Только что вы наблюдали, да, что главное, запомните, как нужно растягивать вот эти вот движения, да, не натягиваем на себя, а вот денежки считаем, понимаете, да, сразу же от ваших проделанных работ. Вы просто запомните, как его нужно выворачивать, чуть-чуть надавили и на себя, надавили и на себя. Все, любое непослушное веко вам сдастся без боя. Это раз. 2. Не давим, быстро не двигаемся. 3. Пигмент подбираем не черный, а чуть-чуть уходящий в теплые оттенки, если у вас клиент с
холодными подтонами кожи. Надеюсь, что это было для вас продуктивно. Если вы мастер начинающий и боитесь работать в данной зоне, пожалуйста, не бойтесь, потому что если вы уже выполняете перманентный макияж губ, перманентный макияж бровей, конечно же, вам нужно какое-то трио, чтобы вы могли выполнить и дополнительную зону межресничное пространство. Ну а на повышении квалификации вы уже можете научиться делать и стрелочку, что увеличит ваш прайс. С вами была Юлия Донченко, и вы были на канале Hanafi Colors Pigments. Если у вас остались вопросы, вы можете написать и в комментариях, мы с радостью вам ответим. Пожалуйста, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь и не пропускайте новые видео, которые ежедневно, ежечасно просто выходят на нашем канале. Увидимся, всем пока!